общем, путешествую я на районе, допутешествовалась я до Куркина. Местечко называется «Знакомый фермер», где качество и вкуснота продуктов и их изделий просто меня восхитило. Сейчас познакомимся с хозяйкой и попробуем, посмотрим, как они это производят и какие секреты, когда у тебя в роте рвутся рецепторы. Зачем вам уходить, Анастасия? Не надо стесняться. Пожалуйста, явитесь миру. Друзья мои, в общем, как все начиналось? Дима Егорушкин, привет тебе. Звонит, говорит: Юль, попробуй пельмени. Там девочка одна делает. Привез мне пельмени, еще там каких-то вкусняшек. Короче, я попробовала пельмени, а я считаю, что я в них разбираюсь. И это, конечно, разрыв всего. И вот это таинство пельменное, пожалуйста, здесь в разном ассортименте продается. А еще все заказывается домой. И я теперь это практикую. Настя, в чем секрет ваших пельменей? Самый главный момент, когда мы решали что-либо вообще производить, я Ивану сказала, если мы что-то будем создавать... Иван – это ваш супруг? Да. Иван? Я говорю, если мы что-то будем создавать, вдруг у нас не пойдет. Давай делать так, чтобы если и что-то останется, то мы это с удовольствием смогли сами съесть. Ну и что первое? Какой первый продукт был? Пельмени? Первые, да, были это пельмени с мясом птицы. Там... Это они самые бомбические. Да, и причем таки сразу. Там индейка и мясо курицы, откорм зерно. То есть еще не на продуктах вы не экономили? Абсолютно нет. То есть там туда входят сливки, и сливки мы взяли самые-самые. У нас так интересно получается, себестоимость теста приближена к себестоимости мяса. То есть мы, если кладем яйцо для теста, желток в частности, то это лучшее яйцо. Оливковое масло, мука твердых сортов и желтое нет, фреш-моркови. То есть это только исключительно все за счет яичного желтка, да? Яичный желток, фреш-моркови, да. А к десертам как вы пришли? Десерты – это мой личный интерес. Так как берем хорошие исходники, я про продукцию, то есть эксперимент удается, то есть это ставится частые до заказа и прочее. Ну и, наверное, это про какую-то эстетику, про какой-то внешний вид, игру, про обертку. В общем, сейчас очень много разных вещей, например, пищевые цветы или какие-то такие вещи, когда можно сделать, очень правдоподобно, да, и это эффект вау-вау. Вот я стараюсь, почему и витрина такая, пока у нас полузаполненная, потому что я говорю, ребята, либо вау-вау, либо совсем нет. Тут Настя, вы же понимаете, что Москва не сразу строилась, и с таким подходом вы обречены на успех. Я вам серьезно говорю, потому что когда ты душу вкладываешь во что-то, это не может не принести там плодов своих. Поэтому, если вы хотите хорошее, вкусное, качественное, то вопросы по ценообразованию не задавайте. Можете мне их задать в комментариях. После того, как подпишетесь, конечно. Без подписки вопросы не задавать. Иван пришел. Иван. Канал «Путешествуй вкусно» к вам приехал вкусно путешествовать. Добро пожаловать. У нас будет 2 вида супа, борщ и солянка. По классике пройдемся. Да, паштет и несколько видов пельменей и вареников.
Я-то все борюсь со своими +5, но, видимо, не в этот раз. Паштет, борщ первый прием и креветки в соусе шампань. Креветки в соусе шампань. Да. У нас два представителя хлеба. Это Каравай СВ и Том Халпин. Даже не знаю таких. Вы знаете, друзья, нет? Тома Халпина знают многие, да. Да? А Каравай СВ — это сеть на районе. Мне нравится, что они делают интересный хлеб. Вы сейчас в сочетании с супом это попробуйте. Почему именно у них? Потому что я считаю, что производство хлеба — это целое искусство. То есть на самом деле и внутренне нужно быть Готовым к хлебу. Да, таким человеком, именно который, прямо про хлеб. То есть я с университетских времен сжимаю мякиш и смотрю, как он восстанавливается. Это уже как профдеформация, никуда не денешься. В общем, и мне нравится, когда каждый пузырик расстоялся, он прямо таки глянцевый, неважно, это бездрожжевой, дрожжевой хлеб или круассан, например, как у Тома Халпина. Я в восторге, честно. Поэтому мы это сами не делаем, но берем это у тех, Кто делает профессионально. кто нам откликается, да, и, как нам кажется, это отлично сочетается. Конечно, в идеале мы те еще фанаты технологий. На счастье, да. Те еще фанаты технологий, поэтому нам важно добиться гомогенной массы, однородной, консистенции, прочее. Так как мы работали на разных кухнях, и мы знаем, с помощью какого оборудования это достигается. Это то, к чему мы идем. Опыт. К этому оборудованию, да. Хорошо, да? Потрясающе. Борщ и солянка знакомого фермера для Юлии. То, что надо в субботу после пятничного вечера. Это соляночка и борщ. Сейчас мы все попробуем, а доедывать я буду без вас. Даже я чувствую тут дичь. Так, борщ визуально просто бомбический цвет. Ничего не выварено. Кусочки говядины. Попробуем юшечку. Это же самое главное. Короче, это, конечно же, лучше, чем любое вино. Это пища богов, друзья. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Пропал словарный запас. Короче, друзья мои, именно в знакомом фермере вы можете попробовать настоящий академический борщ, который сделан по рецептуре Академии пищевой промышленности. По Правильно я технологии, говорю? да, По конечно. технологии. Так что хорошая технология такая, знаете. Мы сейчас с вами, как это, в передаче живем, пока все дома. Помните, такая была? Примерно такой же формат и есть. Как пока не на Первом канале. Но в каждой шутке есть доля, сами понимаете, чего. Так что никогда не говори никогда. Иван, расскажите, пожалуйста, откуда такая любовь вот к этому, и откуда это рождается? И вот это вот тоже. То есть мы можем уже готовое заказать домой и не заниматься тратой времени, если оно ограничено. Борщ, солянка. Солянка хорошая классика. Я сейчас там тоже буду достаточно так конструктивно подходить к оценке. Но борщ – это роскошный максимум. Тут на самом деле секретов нет, просто любовь к своей профессии и любовь к мелочам, потому что очень Дело в важно, деталях. да,
в супе очень важно это бульон, основа, и нарезка. То есть это прям то, что выдает, если ты не профессионал. Соответственно, мы его готовим по своему рецепту. То есть изначально мы пробовали этот суп, когда я работал в ресторане «Белом кролике». Он очень мне понравился. В Вайтрабите работали? Да, Вау. с Владимиром Мухиным. Вау. Вот. Покажите Мухина, пожалуйста, на экран. Вы видите крупным планом. Канал «Путешествуй вкусно», между прочим, не стесняется привлекать известных, знаменитых людей для своих, так сказать, контента. Так что вот Владимир Мухин уже с нами. Ну и, соответственно, соблюдение технологического процесса. И вот это вот... Стопроцентный То есть результат. наука, душа Да. и какие-то... Кто бы мог подумать, что нарезка овощей, она тоже влияет. Вот получается, что так. Очень круто. Это блюдо, которое можно прийти здесь попробовать, или вы тоже его как-то с собой Именно в соусе шампань это то, что здесь можно попробовать. Мгм. А вообще идея какая? Любой полуфабрикат, который у нас продается, для чего он сделан? Например, откуда вообще возникла идея именно вот этих креветок? Их можно как без соуса пожарить, и будет тоже очень-очень вкусно. Почему? Объясняю. Потому что мы их очищаем, добавляем туда чеснок, тимьян и оливковое масло именно для жарки. Ну, для меня это принципиально важно. Да. Почему именно чеснок и тимьян уже сразу туда добавляются? Потому что тимьян у нас продается, где-то 20-30 грамм. У хозяйки, соответственно, вопрос, куда остаток этого тимьяна девать? Параллельно с этим, есть ли у меня свежий чеснок, жива ли этот зубчик, насколько он там жив или подсох. Поэтому для удобства клиент просто скрывает пакет и на сковородку. Даже масло для жарки не нужно. Настя, я очень хочу, чтобы вы взяли мой торт. Поверьте, у вас... Вы просто поверьте. Потому что мой торт уже есть в Анапе, называется «Изюминка». Угу. Кстати, вот в ролике я о нем говорила, кто в Анапу собирается летом. И этот торт есть в местечке под названием Цандрыпш. Это Абхазия. Мы туда, кстати, едем скоро. И там в этом местечке есть апырпыл, перчик в переводе с абхазского, ресторан уровня Мишлен, вот в 2 километрах от границы, с Российской Федерацией. Там этот торт называется Юля. Так вот нескромно меня абхазы отблагодарили. Когда я читала рецептуру этого торта, я прямо понимала, что там примерно будет. Как будто этот рецепт сейчас внутри меня вызревает, и прямо-таки да. И я люблю такие моменты, когда, вот, например, вот эта черешня... Это просто бомба какая-то. Я ее готовила по рецепту кондитера Браташова. И там нужно было выдерживать ее 6 месяцев, компоте, прочее. И пока я готовила ее, родилась вот эта черешня. И я люблю такие моменты, когда что-то вот прям раз, и вау-вау, как я называю там. Вот, поэтому... Настя, можно такой еще личный заказ? Вот у вас есть медовик, и он потрясающий. Да. А можете сделать для меня такой же медовик, только добавить туда брусники? Да. Или мне кажется, на каждую по несколько она кидать ягодок. ягодок. Я поняла, да. Несколько я просто думала, ягодок. как прослойка. Нет, не как прослойка. Именно вот разморозите бруснику ягодами, чтобы была. Ее добавьте, вы сами поймете. Какая-то просто... конкретная брусника какого-то производителя? Да, конкретная брусника производителя природа. Ну, знаете, бруснику бывает... Бруснику, я не знаю, друзья. Пишите в комментариях, выращивают ли бруснику на фермах. Мне кажется, брусника – это только дикая ягода. Как и морожка. Вот клюкву выращивают. Есть еще даже такие, знаете, сборы клюквы очень эффектные. В Канаде собирают там такими комбайнами клюквенными. Ага. Вишни. Вареники с вишней.
Друзья, ну, я белорусская, все, что связано с вишней и с варениками, это, мне кажется, в крови уже. Он какой-то крем, ну не сметана, сладкий, а может сладкая сметана. Как всегда, тесто безупречное. И вишни много, и она яркая, летняя, хотя замороженная все-таки, да? Да, замороженная. Короче, очень вкусно. Надо будет это завернуть с собой домой пару таких штучек. Очень интересный факт, когда мы запустили розыгрыш, каждый понедельник мы запускаем розыгрыш. И... В телеграм-канале? Да, в телеграм-канале. И подписывайтесь, друзья. второй вот розыгрыш выигрывает Юлия, причем там же это бот делает, мы сами не знаем. То есть в 8 часов обычно к нам всем приходит оповещение о том, что победитель... Кто выиграл? Да, победители, кто выиграл. И вот как это объяснить? Я себе нашла объяснение. Второй раз выигрывает Юлия, второй розыгрыш, и третий выигрывает Юлия. Для меня это прям показатель того... Что это знаки? Это знаки. Да. Я здесь не просто так. Вот от вселенной. Ну вот представляете? Ну, Я была так рада. Ну, мы тоже рады, конечно. Мы любим вкусно на канале путешествовать. 2 раза. То есть их розыгрышей всего, 4 или 5 прошло 2 раза подряд. 1 человек. Так. Как там было? Москва слезам не верит. А я, говорит, всегда играю. Вот, ну и что ты что-нибудь выиграла? Выиграла. Сколько там раз? По рублю. Здесь даже можно, так сказать, кусочек вырезать из оскароносного кинофильма. Наверное, так нельзя. Какой лучше? Но мы... Ну, 1 раз можно. Кому мы скажем, да. Ну, только вам. Мы вообще хотели открыть маленький цех, но тут тоже сработало то, что... А это большой считается? Ну, вот еще меньше. То есть имеется в виду просто про пельмени, я так скажу. Ага. А получилось, что давай-ка и вот это, И это. пошло про Да, многое. один из знакомых ресторанов закрылся, и мы тоже очень закупили у них то, что прямо на века. Это важно. Вот, то есть даже тактильно работать с каким-либо сотейником или миской. Это тоже отдельная история. Это, да, нам это нравится. Приятного аппетита. Так, ну что я могу сказать про вот эти пельмени? Вообще они выглядят дорого. Ну, прям дорого. Вот смотрите, красная икра, сливки, каракатица. Одно название каракатица. Многие даже, наверное, никогда не видели, что это за зверь. Как она чернила свои отдает. Судак. Наивкуснейшая пресноводная рыба.
Икра красная тоже это Дальний Восток. Чтобы много Судак для меня это Чудское Да, щас озеро, понял. например. Ей надо вкус. Ну или Астрахань. Ей надо Ну, короче, в одной тарелке у вас весь мир. Друзья, конечно, это бесценно. Это бесценно. Несмотря на то качество и вот это вот великолепие, все, что вы делаете, вот будем откровенны, место у вас непроходное. Есть такой момент, да. Более того, есть сложность того, как нас найти. То есть мы такое Вот слышим. мы сегодня поискали, да. Или нам говорят, почему вы не сделали большую вывеску и прочее, прочее. Мы этого не боимся, люди нас находят раз. И вы знаете, самый лучший это когда работает сарафан. Сарафан здесь работает очень быстро, причем мы рады тому, что клиент возвращается, говорит с радостью, говорит об этом вкусе именно так, как и он есть, как он заложен. Вот это прямо, да. Ну, это формула успеха. В принципе, когда люди идут повторно и хотят тот же вкус, через какое-то время опять попробовать, или те пельмешки, или тот борщ, вот эту вот томленку. Или они, например, они говорят, вот это мы любим, у вас еще это появилось, давайте, у вас еще это. И получается, что у них уже по заказу складывается некий перечень. Так если хитов. тебе что-то понравилось вот из этих рук, ты, конечно, хочешь другое попробовать. Вот это вот, слушайте, это просто бомба. Уникальный, деликатесный десерт. Понятно, что ты не будешь его есть ложками. Да, Но именно. взять несколько ягодок, насладиться вот этим букетом, этим созвездием вкусов. Я прям... Мы его вымачиваем в 3 видах алкоголя, добавляем 2 вида цитрусовых и свои какие-то ароматные фишки. Он интересно это все впитывает. Мы его долго мешаем, и это тоже готовится порядка 5 дней. Почему и полупустая витрина? Потому что... Сметают. Да, все, кто приходит, все сметают, и мы сейчас работаем над объемом. В общем, на объем. у ребят нет алкогольной лицензии, они не наливают, но они придумали, как все равно вам налить через вот эту вот уникальность. Ваше здоровье. Скрытая камера. Ну, нет, открытая, конечно. Ой, как вкусно. Мы, как начинающие, не ожидали, что Юлия выберет именно нас, и мне было это настолько приятно. Так я ж вот это-то чувствую. Вот это. И вот здесь понимаю. Да. То, что вы понимаете, мы очень слушаем внимательно, и нам это очень ценно. То, что И вы я не говорите. придумываю там для красного словца, вот там, знаете, это реклама как будто бы какая-то. Нет, это именно то, что хочется остальным людям показать. Когда люди любят свое дело, когда они подходят к этому профессионально, и благодаря своему опыту, и благодаря знаниям, и методам проб и ошибок, выверенности своего продукта, вот я хочу, чтобы вы тоже это попробовали. В общем, Анастасия поделилась со мной такой информацией, что она немножечко хочет здесь сделать редизайн. И вот нам интересно будет смотреть, что после произошло. Надеюсь, вам тоже. И мы еще сюда придем. А еще нам интересно, что будет после выхода этого ролика. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал Анастасии с Иваном.
Вот, и пробуйте, и наслаждайтесь вкусной едой. Мне самой очень интересно, что будет после, потому что мы только начали, и уже такой ажиотаж и прочие такие отзывы, которые помогают нам просто, прямо взлетать, Несмотря на творить. трудности, идти дальше. Да, несмотря на трудности, это прямо очень помогает. Мы и сами вдохновлены. В общем, будет интересно. Этот день точно войдет в историю в нашей жизни. Мы его будем помнить, как мы собирались с утра. У нас был на заказе торт. Мы планировали. Я, наверное, всю ночь не спала. Думала, как что будет это. Про подачу, про все. Нам очень приятно. Мы искренне рады видеть вас здесь. Честно. Друзья, приезжайте. Если нет времени приехать, попробуйте через... В Телеграме же, да, Телеграм? магазин? Ссылка Да. будет в описании. Вот. И вам приятного аппетита и до новых встреч. Что, друзья, знакомого фермера сделаем распаковочку. Да. Но это, я так понимаю, в честь 8 марта. О, креветки с птитимом в соусе шампань. Так. Коробочка с орехами и вот этой чудесной черешней и малиной. Смотрите, какая красота. С чаем. Мандарины в сиропе. И вот это вот такие перчики с сыром. Вот они просто комплимент делают, такие молодцы. А вот уже пошло от знакомого фермера патэ. Ой, вот это вот кальмар как-то полуфабрикат, это в морозилочку. Говяжий фарш. Грудиночка, говорят, картошка на ней восхитительная. Так, это походу индейка. Вот смотрите, как сделаны. Кальмары уже готовы, только их на сотейник или в сковородку. Вот самый еще серьезный пакет с заморозки. То есть здесь такой же набор, но еще разных совершенно вареников с вишней, с творог, изюм, черные пельмени, вот такой вот вишня, блин, это вообще, конечно. И тоже еще мясо сувид. Это нашему оператору Алексею. А это мне. Ребят, спасибо большое. Очень приятно. И я надеюсь, что кто попробует это все, что вы делаете, он уже не останется прежним. Короче, самое главное, смотрите, где я нахожусь. Это будет в следующем ролике про то, как на 36 квадратных метрах сделать ботанический сад. У меня ощущение, что я приехала в Малайзию, в Индонезию, в Индию. Здесь такая атмосфера и обстановка, что осталось только на телевизоре включить какой-нибудь мой ролик про Кулипа, например. Можете посмотреть. И оказаться в том месте, где часть твоего сердца осталась когда-то в Юго-Восточной Азии, либо там в Амазонке. Друзья, следующий ролик будет в новом формате рум-тура, где вы увидите очень интересных людей и очень интересный материал про то, что нас окружает, и как в этом окружении увидеть красоту и собрать ее на маленькой площади, но со всего мира.